Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы познакомимся с крепостью Геи в Макао. Макао известен всему миру одновременно и как город-казино, и как город-музей, притягивающий туристов со всего мира. Бывшая португальская колония богата на исторические достопримечательности и памятники европейской и китайской культуры, многие из которых буквально соседствуют друг с другом. На вершине холма Геи, самой высокой точки полуострова Макао, расположена крепость Геи, выполненная из гранита, белоснежный маяк, который видно из других районов города. Здесь же находится смотровая площадка, а территория построек занимает примерно 800 квадратных метров. Укрепление на этом месте было построено в 1622 году, и расширено в 1637 году 38 годах. В ней были устроены казармы, пороховой погреб и башни. С тех пор крепость считалась специальной территорией, предназначенной для военных служб, а посторонние люди допускались только по предварительному разрешению или в особые дни вплоть до самого 1976 года, когда португальская армия покинула Макао. Сегодня в крепости находится маяк и часовня. Построенный в 1864 году, маяк начал функционировать 24 сентября следующего года. Он считается самым первым современным маяком на Дальнем Востоке и на всем китайском побережье. После разрушительного тайфуна в сентябре 1874 года, здание было отремонтировано, и служба возобновилась 29 июня 1910 года. Сейчас маяк представляет собой колонну высотой 15 метров, диаметром 7 метров у основания и 5 метров в верхней части, а 3 внутренних уровня маяка соединены винтовой лестницей. Часовня рядом с маяком известна как часовня Геи. Двускатная крыша покрыта традиционной красноватой керамической плиткой. Фасад состоит из двух пилястров в дополнение к треугольному фронтону. Своды и стены часовни украшают красочные фрески, объединяющие китайскую и европейскую традиции искусства. Крепость, как и городской музей Макао южнее, окружена жилыми районами и благоустроена для пеших прогулок и отдыха в тени деревьев. В северной части парка наверх ведет пологая дорога, на которую можно заехать на автотранспорте, подняться пешком или на специальном лифте. С южной части удобно подниматься на фуникулере Чонсань, вход в который расположен перед цветочным садом. Между крепостью Геи и руинами собора Св. Павла на карте виднеется зеленый квадрат. Это кладбище святого Архангела Михаила, самое крупное католическое кладбище в Макао. Лучше некоторых музеев это место раскрывает историю портового города, когда, прогуливаясь по его тихим, залитым солнцем дорожкам, вчитываешься в даты и фамилии захороненных здесь жителей города, политических деятелей, целых семейств, как азиатского, так и европейского происхождения. Часовня, возвышающаяся прямо посреди кладбища, открыта для посещений. В Макао, городе с богатой историей, существует несколько кладбищ. На территорию некоторых из них можно войти прямо с оживленных улиц, или взобравшись на пригорок за буддийским храмом. Другие из них строго охраняются и недоступны всем желающим, как, например, мусульманского кладбища напротив музея коммуникаций, что севернее крепости Геи.
Уцелевший после разрушительного пожара фасад комплекса СВ Павла, визитная карточка Макао, поэтому побывать в этой бывшей португальской колонии и не посетить их было бы упущением. Здесь можно увидеть тысячи туристов, направляющихся по узким улочкам старого города к памятникам архитектуры, сконцентрированным в районе руин, и расположенный по соседству музей Макао. Комплекс был построен в 17 столетие, изначально состоял из колледжа Святого Павла и церкви Святого Павла Португальской, церкви Святого Апостола Павла. Часто путешественник называют то, что осталось от комплекса, руинами собора, что неверно, потому что статуса собора этот религиозный комплекс никогда не имел. Строительство церкви на этом месте велось иезуитами на протяжении почти 40 лет, в то время церковь по праву носила титул самой крупной католической церкви в Азии. Пожар случился в комплексе 26 января 1835 года. Сейчас за фасадом находятся остатки оригинальных столбов и место преклонения, остатки постройки укреплены специальными металлическими листами, а слева от входа расположился небольшой традиционный китайский храм. Популярность этого района города среди туристов обуславливает и огромное количество сувенирных магазинчиков, лавок с сушеной сладкой свининой, печеньем, тарталетками и другими местными деликатесами. Свернув с главной улицы, тотчас же попадаешь на тихие и спокойные улочки старого города, а дойдя до конца извилистого коридора и старых домов, попадаешь на центральную площадь старого города, Лордо-Дуса-Негоу.